собственно, наш совместный проект с Таней Морозовой. Да, то есть это то, что мы вместе придумали и воплотили несколько лет назад. Мы начинали с создания детских пространств, развивающих пространств. Мы делали их из дерева в детском саду. То есть изначально мы сами своими руками с помощью инструментов создавали детские пространства. То есть мы строили домики на дереве, мы строили такие двухэтажные конструкции в группах. То есть у нас была такая задача, тогда мы еще назывались «Мастерская дерева для детей». Мы хотели сделать пространство действительно таким классным для детей. Да? И мы делали это сами из дерева. И вот несколько лет мы сделали несколько пространств в Москве, в Киеве, в Красноярске, в Чебоксарах. И каждый раз к нам в какой-то момент присоединялись дети. Ну, например, если мы делали что-то в детском саду, то дети подходили и хотели тоже что-то мастерить. Когда у нас был проект в Киеве в школе, нам предложили, как раз шел летний лагерь детей, и нам предложили, почему бы нам не позаниматься с детьми. И вот тогда, это было 4 года назад, да, у нас впервые состоялись эти занятия в летнем лагере, и мы очень вдохновились, увидели, что это нравится ребятам, и потом уже, когда мы вернулись в Москву, то сначала мы вели занятия в нескольких детских садах, это «Золотой ключик», это Red Joe Studio, и вот сейчас нас позвали организовать это пространство здесь, в Рыбаков Play School. В целом нам очень помогают материалы. У нас очень разные материалы, да, и каждый материал, он начинает на что-то провоцировать, да, ребенка, то есть он начинает что-то делать, потом он что-то видит, он как-то начинает с этим взаимодействовать. Материалы очень разные, да, то есть у нас есть материалы природные, которые двигают фантазию в сторону каких-то таких фантазийных, каких-то несуществующих, да, вещей, каких-то зверей, еще чего-то такого странного. Есть часть деталей, которые мы сами заготавливаем по определенной схеме. То есть это детали, они, например, либо парные, либо одинакового размера, и они тоже могут на какие-то размышления или на какие-то идеи наталкивать. То есть крылья самолета, да, или какие-то штуки. То есть материалы разные, и они в этом плане очень помогают, да, то есть они можно делать что-то такое плоскостное, скорее как рисунок, то, с чем ребенок чаще всего знаком, да, то есть это как аппликация, но из дерева. Вот можно какие-то такие объемные штуки, очень вообще странной архитектуры делать, можно что-то по своей какой-то заранее задумке сделать. Есть такой момент, он часто возникает, такой, мы его называем момент скуки, когда ребенок приходит, да, он такой: я что-то сегодня ничего не хочу, я не знаю, я, наверное, ничего не буду делать. Вот, и он... У меня тут раз так было. Ты узнал, да, что так было у тебя? Вот, и для нас это как бы такая легкая провокация в том плане, что тут важно себя как-то удержать, да, от того, что нет, посмотри, какие тут вещи интересные, а вот это тебе ничего не напоминает. И выдержать этот процесс скуки, потому что он нормальный. Тань, смотри. Так. Весы. Весы. Ух ты. Так, ну-ка. И что же это получается? Равно. А если так? Мы заметили, что вот чем младше возраст, да, тем чаще процесс, сам по себе процесс, он достаточен. Ребенок сначала видит, что вроде как это похоже на колеса, да, но в процессе просто его начинает интересовать колесо, что оно катается, его можно по-разному скатывать, и этот процесс может занимать 20 минут, скажем. И это нормально, то есть тут вот, то есть не только нормально, но и это, собственно, и есть как бы развивающий процесс, да, само как бы исследование, как это происходит. Пистолет? Здорово. Ты его сама тоже придумала? Да, я когда первый раз пришла с столярки, придумала дома, что сделать в следующий раз.
так как мы до этого занимались в том числе проектированием пространств, да, то мы начинали с проекта этого пространства. То есть мы пришли в совсем такое не готовое помещение, которое пустовало на тот момент здесь. Да. Мы обошли с директором буквально все помещения в саду, чтобы найти подходящее. И когда мы зашли сюда, мы увидели окна, здесь очень удачное расположение, с двух сторон есть окна, очень светло. Мы говорим, да, это будет здесь. То есть первый шаг — это найти подходящее место. А второй шаг — мы сделали проект, да, то есть мы посмотрели, как лучше здесь расположить рабочие зоны, зоны хранения, выставочные зоны, да, то есть все, что есть в этом пространстве. И мы сделали проект, и частично мы делали что-то своими руками, да, но я хочу сразу сказать тем, кто, например, далеко находится, мы не можем, например, сделать это у вас, в общем-то, можно в основном все купить. Когда нас просят спроектировать такое пространство, то мы даем список оборудования, список инструментов, список материалов. Второй момент, он, наверное, сейчас основной, это кто будет вести занятия, да? Потому что есть люди, которые занимаются столярным ремеслом, но они не работают с детьми, а есть люди, которые работают с детьми, но они, например, не владеют инструментами, да? Поэтому вот сейчас мы задумались над созданием такого обучающего курса, и мы собираемся проводить стажировки для тех, кто хочет научиться. Так. А все отошли от станка. От станка все отошли. Тём, значит, давай смотри. Мы начинаем с этой стороны, а не снизу. И бить пилой не нужно. Не нужно бить пилой, реально. Давай мы вот отсюда начинаем. Дети, например, они перестают бояться инструментов, да, то есть они начинают легко ими пользоваться, они понимают, как ими пользоваться безопасно, что, там, условно говоря, там, если деталь хорошо закрепил надежно, то ее можно безопасно пилить, ее можно безопасно сверлить, ее можно там, много чего с ней можно делать. Это такие очевидные вещи, вот. А есть менее очевидные вещи. Есть дети, которые уже ходили какое-то время, есть дети, которые только пришли. И это всегда очень интересно наблюдать, когда те, кто только пришли, они скорее обращаются к другим детям, нежели к ведущим, с вопросом: а как ты это сделал, а как ты думаешь, вот как мне так вот прикрепить, чтобы вот было надежно. И они чаще спрашивают друг друга, чем нас. Вот. И это такая классная штука. У ребенка есть идея такая, да, вот там: я хочу сделать динозавра. А тут нет динозавра. Вот его нету динозавра. И вот начинаешь как-то там, да, из этого что-то смотреть, но оно не подходит, нет, оно мне не нравится. Это не тот динозавр, который вот есть у меня в голове. И, то есть, ребенок, он преодолевает некую фрустрацию по поводу того, что там, не получается так, как есть идея в голове. Вот. И вот это преодоление и поиск, и какое-то там движение фантазии, да, вот, какое-то рассматривание всех этих штук, вот уже более-менее похоже на динозавра. Вот. И плюс, кроме того, у самих объектов есть разный конструктив. У нас есть некоторые объекты, так называемые, для вдохновения, да, которые мы им подсказываем, но многие делают, там, у нас девочка делала корабль, да, то есть, похожий механизм, но шатается не птица, там у нее корабль на волнах качается, там, карусель или какую-то такую подобную штуку делали практически все тоже. Тут и фантазия, и понимание каких-то структурных особенностей, как одно с другим связано. Для рисования или для какой-то такой деятельности более такой понятной, да, можно сделать группу побольше. У нас вот группа ограничена 5 человек, то есть 7 это максимум, если уже какое-то время хотя бы часть детей, там 3-2 походили, и они сами точно соблюдают технику безопасности, и мало того, они подсказывают остальным детям, которые только пришли,
там, ну, то есть они могут сказать, ты что делаешь, да, там, надо сначала там что-то такое сделать. Вот. Вот ты любишь работать с детьми, и ты любишь что-то мастерить, тогда ты можешь мастерить вместе с ними. Потому что все, что касается навыков, я могу по своему опыту сказать, что вот я за несколько лет буквально научилась всему, хотя я даже сама буквально. Вот. Можно пройти какие-то обучающие курсы. То есть на самом деле не такие сложные инструменты, то есть у нас дети осваивают их за несколько занятий. Да? Шуруповерт, пила. Ну, здесь важно понимать какие-то правила безопасности, но это тоже можно усвоить. У нас, когда ребята приходят первый раз, да, особенно если это старшие ребята, они очень хотят показать, что они что-то могут сами, да, и часто это делают, действительно, это может быть небезопасно. Но они проходят у нас, мы называем там, курс молодого бойца, например. Да? То есть это одно, иногда два занятия. Мы начинаем с того, что мы показываем вместе с ними, берем инструменты и показываем, как ими правильно и безопасно пользоваться. И они довольно быстро это ухватывают, а потом мы просто наблюдаем. Да? Если мы видим, что я, просто могу подойти и сказать «стоп», у нас есть правило «стоп». То есть если я вижу, что это опасно, я говорю «стоп». И, соответственно, ребенок останавливается, я говорю, ты знаешь, вот сейчас и делаю как бы рекомендацию, да, то есть или говорю, вот сейчас будет удобнее так, или так небезопасно, да, давай вот так сделаем безопасно. Вот, дети довольно быстро это берут, и в основном большинство детей, они могут регулировать себя в процессе, и у нас вот самая большая такая, у нас за несколько лет, самая, не знаю, это даже травмой нельзя назвать, но это был клеевой пистолет, то есть это даже не столярный инструмент, то есть ребенок обжегся, ему было интересно потрогать эту капельку, и он обжегся клеевым пистолетом, то есть пила, шуруповерт, все, что кажется таким страшным. На самом деле дети прекрасно, если они чувствуют себя неуверенно, да, они будут очень аккуратно это делать. То есть в основном это, во-первых, знание, как с этим работать, и саморегуляция, которую мы видим. Если ребенок может себя контролировать, мы вот посмотрим, но мы, скажем так, первое время я обязательно смотрю, если вижу, что ребенок работает с инструментом, я стою рядом и смотрю, чтобы это было безопасно. У нас вот за все время действительно не было ни одной какой-то там травмы или чего-то такого, то есть бояться не нужно, можно так сказать. Вот дети, там, к нам ходят дети от 4-4,5 лет, и они регулируют все сами, то есть они гораздо более в контакте со своим телом, и все, что там, реально опасное, да, они там, не трогают или как-то очень аккуратно. И чем хороша еще разновозрастная группа, что они, например, видят, что более старшие дети, они уже умеют, и они, например, достают шуруповерт там, и что-то сверлят. Но как бы они вначале очень опасливо как бы к этому они присматриваются, да, что это такое, насколько это. И потом это со временем происходит, освоение разных инструментов. То есть они начинают смотреть, как сделать безопасно, что вот, оказывается, закрепляется деталь, а потом вот так. Мы, конечно, все контролируем, но сами дети не делают опасных вещей. То есть дети, они не хотят ни пораниться, ни порезаться, ничего такого, и они очень как бы внимательны в этом плане. То есть там все, что резко звучит, да, или как-то так, они как бы сразу смотрят, что это и как сделать, чтобы это было безопасно. А ты хочешь просто посмотреть, как он работает? Ой, Странно, это не опасно? не опасно. Особенно не только здесь. А, это правило такое? Что будет, если я там потрогаю? Обожжешься.
У нас есть несколько правил. Одно из таких неписанных правил, что в момент, да, когда мы пилим, и пилить довольно сложно реально. Особенно у нас есть сосна, у нас есть лиственница. Лиственница, я не знаю, во сколько раз она прочнее сосны, но очень сильно прочнее. И сосновый брусочек довольно легко отпилить, это реально. Лиственничный брусочек очень сложно отпилить. И часто ребенок, он как бы не выдерживает своей фрустрации, он начинает там психовать, как-то дергать, пытаться сильнее сделать. То есть у нас есть правило, не психуй, да, то есть мы работаем только в хорошем настроении, спокойно. Если уже какой-то расфокус внимания или там хочется что-то быстро доделать, нет. То есть нормально мы оставляем на следующий раз. Это ничего страшного, твоя там штука тебя дождется, мы это на специальную полку откладываем. Тут важно, да, мы в этом плане как бы только следим за эмоциональным состоянием, чуть-чуть его корректируем, и если оно уже как бы куда-то скатывается, да, то важно этот момент вовремя поймать и завершить, в общем-то, деятельность, отложить ее до следующего раза. Но это вот такие вот основные вещи, которые позволяют работать реально безопасно. Я делала фуру, да? Ты сегодня? Да, мы с тобой пытались начать делать фуру. Я думаю, что у нас это большой проект. Так. Где основание кабинета? Да, где? Очень интересно знать, где же она. Ты его выбрал вообще? Из чего оно у тебя было? Из фанеры или из дощечки? Из основания пылесоса. Мы же с тобой отпиливали пылесос. Я его вижу на лобзике. Давай так, включи. За последние несколько лет мы наблюдаем, что вот все люди, которые увидели либо столярку у нас, либо столярку в саду Тубельского, потому что мы изначально тоже были очень вдохновлены опытом сада Тубельского, когда мы увидели, что это действительно есть в свободном доступе. Да, нас это очень вдохновило. Потом прошло несколько лет, мы уже об этом забыли, но все-таки мы стали этим заниматься. И когда люди, взрослые, попадают к нам на занятия, педагоги, они к нам, например, приезжают, люди смотрят, у них появляется такое горячее желание открыть столярку, и мы видим, что вот все, кто загораются этой идеей, открывают, они потом говорят, что детям это действительно очень нужно. Поэтому я считаю, что да, конечно, нужно искать все возможности, потому что то есть, как минимум, это то, что у детей это, я не могу за них говорить, но то, что я наблюдаю, это одно из любимых занятий, на самом деле. И, конечно, хотелось бы, чтобы это было доступно как можно большему количеству детей. Потому что очень важно, что они приходят, и они ждут от нас какого-то задания, и когда они не получают задание, когда мы не говорим, возьмите там одну детальку и прикрепите к другой, они очень удивляются. У них сначала такое происходит замешательство. Как же, неужели я могу сделать все, что захочу? Мы говорим, да, ты можешь попробовать. Это такое пространство, где ребенок действительно может прийти со своей идеей, и мы не будем говорить ему, что делать. Да? Мне кажется, это очень важно. Я не знаю, какая еще другая деятельность там, в детском саду, в школе может дать такой мощный образовательный результат, потому что в нем все. То есть это своя деятельность своими руками. Ты сам соображаешь, как это все делается. Ты сам соображаешь про соединение. То есть для нас еще важное правило, и мы его как-то так транслируем, да, то есть есть клей, и дети любят склеивать. Да. Да, вот. Но мы всегда стараемся, то есть склеить это как бы самый такой, хитрый, обманный способ соединения. То есть это такой как бы дешевый трюк. Вот. Дети понимают, что это дешевый трюк, потому что хорошая штука – это найти какое-то соединение. Да? То есть вот у нас соединение на шкант, вот у нас там шуруп с кольцом.
на, как это называется, на проволоку, да, то есть там на какую-то металлическую шпильку. Вот ребенок берет кузов, берет колеса. Это то, что напрашивается. Дальше он хочет приклеить колеса. Приклеить колеса к кузову. Мы спрашиваем, они будут, у тебя машина поедет? Нет, не поедет. И вначале для ребенка это нормально. Приклеить это как бы некий такой вот, ну, как сказать, образ машины, да, это образ машины, это похоже на машину. Вот. Но дальше мы спрашиваем, а ты хочешь, чтобы поехала? Хочу. Неужели это можно сделать, чтобы машина поехала? А как? И дальше дети, вплоть до 7, 8, 9 лет, вот они могут сидеть 15-20 минут и пытаться понять, как сделать, чтобы машина ехала. То есть они пытаются колеса вот так приделать, но тогда машина как бы падает, они не держатся, эти колеса. Как их приделать? То есть, и это, ну, это реально взрыв мозга. Как приделать колеса, чтобы они вот не намертво держались, чтобы они вращались. И идея, которую они открывают, идея круга, колеса именно, да, с осью внутри, что, оказывается, нужна ось, и вот эти колеса, они там, оказывается, вращаются на оси, которая держит, ну, как бы центральную часть. И это очень интересно, потому что дети, которые открывают идею оси, они делают машинки там 4-5 раз, они их делают на палочке, на гвоздях, на винтах, там, ну, да, спасибо, да. То есть у нас получается там, ну, дикое количество этих машин, и ребенок каждый раз приходит, и он пытается, ну, как бы объять эту колоссальную идею, что колесо — это круг с центром, а в центре есть ось, и оно вращается. Ну, я не знаю как бы другого предмета, материала, который бы позволял открывать, ну, как бы такие базовые вещи про мир. Ну, я не знаю, где еще можно открыть. То есть это очень круто, потому что это такое трехмерное моделирование объектов. Дети знают пластилин. Некоторые дети знают глину. Ну и, пожалуй, и все. А как бы, ну, столярка — это, ну, как раз вот тот материал и, ну, такая практика, которая позволяет это сделать.